Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня я буду готовить тарталетки с разными вкусами и разными наполнителями. Вообще тарты – это целый мир открытых пирогов или маленьких пирожных с основой из песочного теста, с начинкой из крема, ганаша или ягодного конфи, украшенных меренгой или ягодами. Вариантов песочного теста много. В прошлом видео я готовила ягодные мини-галеты из творожного теста. Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Обязательно посмотрите. Ну а в конце, как всегда, анонс следующего выпуска, так что не уходите. А сегодня я остановлюсь на совершенно другом песочном тесте. Его называют сабле. Используют такое тесто чаще всего для приготовления сладких тартов и печенья. Изделия из него получаются нежными и рассыпчатыми. Итак, мне понадобится 150 грамм холодного сливочного масла, 90 грамм сахарной пудры, 30 грамм миндальной муки, 250 грамм пшеничной муки, 55 грамм яиц, это примерно одно среднее яйцо, и щепотка соли. Просеиваем в чашу миксера сахарную пудру, миндальную муку, соль и перемешиваем. В данном рецепте обязательно использовать именно пудру, так как тесто получается более эластичным. Добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перемешиваем насадкой весло 1 минуту. Всыпаем просеянную муку и размешиваем тесто до однородной крошки. Вливаем перемешанное яйцо. Оно тоже должно быть холодным. Замешиваем тесто до того момента, когда оно соберется в комок. На это уйдет примерно пару минут. Больше месить не нужно. Вот такое оно получается. Беру часть теста и выкладываю его между листами пергамента. Раскатать нужно до толщины 2-3 мм. Чтобы было удобнее, я взяла скалку с ограничителями. Так толщина теста везде будет одинаковая. Но ее недостаток в том, что она короткая, и все тесто сразу раскатать не получится. Можно взять 2 линейки и положить их как направляющие и катать скалкой по ним. А можно просто на глаз. В общем, делайте так, как вам удобнее. Раскатанное пластом тесто отправляем в холодильник минимум на 2 часа. Раскатываю следующий пласт и кладу тоже в холодильник. Можно положить его минут на 20 в морозилку, а затем переложить в холодильник. После того, как тесто охладилось, можно формировать тарты. Я сегодня буду использовать вот такие формочки. Они перфорированные, из специального термопластика и очень удобного размера. Достаю тесто из холодильника. Делать все нужно очень быстро, так как тесто нагревается, а это как раз не нужно. Вырезаю формочкой кольцо и перекладываю на тефлоновый коврик, чтобы потом прямо на нем убрать заготовки в холодильник. Теперь вырезаю полосочки для бортиков при помощи линейки. Укладываю их внутрь кольца и легонько прижимаю. А лишнее тесто срезаю ножом. Таким образом получаются ровненькие заготовки. Если вы видите, что тесто начало греться и не держит форму, то уберите его минут на 15 в холодильник. С холодным тестом проще работать. Теперь убираю все в холодильник еще часа на 2 или на 30 минут в морозилку. Охлаждение на данном этапе очень важно. Тесту нужно вылежаться и привыкнуть к форме, в которой оно будет выпекаться. Духовку разогреваю до 160 градусов и отправляю тарты выпекаться минут на 30 в режиме верхний и нижний нагрев. Время корректируйте с учетом своей духовки. Тарталетки готовы. Даю им полностью остыть. От перфорации на тартах остаются точки, и это выглядит очень красиво. Теперь приступаю к начинке.
Первое – это лимонный курд с малиной. Для него мне понадобится 150 мл лимонного сока, цедра одного лимона, 6 желтков, 150 грамм сахара, 10 грамм кукурузного крахмала, 50 грамм сливочного масла и малина для украшения. Для начала натру на терке цедру. Берите только верхнюю желтую часть, так как белая будет горчить. Затем, чтобы легче было выдавить сок, покатаю лимон по столу, слегка надавливая на него. Возьму сотейник, поставлю сверху сито, чтобы косточки не попали в сок, и при помощи вилки выдавлю сок. Мне понадобилось 2 лимона. Теперь отправляю к соку цедру и примерно половину сахара. Перемешаю, поставлю на огонь и доведу до кипения. А пока соединю желтки с оставшимся сахаром и крахмалом. Все хорошо перемешаю венчиком, взбивать не нужно. Сок как раз закипел. Теперь аккуратно тонкой струйкой ввожу его в желтки и постоянно интенсивно помешиваю. Обратите внимание, что сок я не процеживаю через сито, и цедра у меня остается в креме. Если вы не хотите, чтобы в готовом курде попадались кусочки цедры, то на данном этапе процедите сок. Перемешиваю все до однородности и отправляю назад в сотейник. Варю крем при постоянном помешивании до загустения. Крем загустел, вот таким он стал, и теперь его необходимо охладить. Перекладываю его в емкость, накрываю пищевой пленкой в контакт и убираю в холодильник. После того, как курд остыл, добавляю в него сливочное масло и пробиваю погружным блендером. Лимонный курд готов. Переложу его в кондитерский мешок, чтобы удобнее было наполнять тарталетки. Уберу на время курд в холодильник и приготовлю вторую начинку. Это будет шоколадный ганаш. Для него мне понадобится 100 грамм черного шоколада, 140 грамм жирных сливок 33%, 20 грамм сливочного масла, 150 грамм малины и несколько листочков мяты. Ставлю сотейник со сливками на огонь, довожу до кипения, но не кипячу. Горячими сливками заливаю шоколад. Жду буквально минуту, когда шоколад начнет таять, и тщательно перемешиваю. Теперь отправляю сюда сливочное масло. После того, как все ингредиенты смешались, масса стала однородной и глянцевой. Вот, собственно, ганаш и готов. Теперь его нужно охладить. Накрываю его пленкой в контакт и убираю в холодильник. А пока подготовлю малину. Несколько ягод я отложу для украшения, остальные разрежу пополам. Горсть листочков мяты измельчу и добавлю к малине. Все перемешаю. Вот теперь все готово для сборки малиновых тартов. Переложу шоколадный ганаш в кондитерский мешок. Так удобнее наполнять тарталетки. Выкладываю мятно-малиновую начинку в корзиночки. Сверху заливаю шоколадным ганашем. И чтобы шоколад равномерно распределился по поверхности, потрясите тарталетку в разные стороны, и шоколад сам найдет места, которые нужно заполнить. А эти тарталетки я заполню лимонным курдом.
а сверху выложу малину. Тарталетки с ганашем тоже украшу малинкой и листочком мяты. Вот такая малиновая красота получилась. Два абсолютно разных вкуса, но выбрать из них что-то одно невозможно. Отправлю их в холодильник на пару часов, чтобы они пропитались кремом, после чего разрежу. А сейчас торты с клубникой и творожным кремом с прослойкой из клубничного конфи с базиликом. И в первую очередь приготовлю клубничное конфи с базиликом. Конфи – это тот же джем, но только с загустителем. Я взяла пектин, чтобы начинка не растекалась. Для него мне понадобится 100 грамм клубничного пюре, 20 грамм сахара, 4 грамма пектина, 10 грамм сахара для пектина, 7-8 штук свежей клубники и примерно 10-15 листочков зеленого базилика. Для пюре измельчу клубнику и листья базилика в блендере. Переложу в сотейник и добавлю сахар. На небольшом огне прогрею примерно 1,5-2 минуты. За это время клубнику нарежу маленькими кусочками и добавлю в сотейник. Пектин смешаю с сахаром и добавлю к пюре. Сейчас важно запомнить два основных момента. Во-первых, пектин без сахара не работает. Если его просто всыпать в пюре, он пойдет хлопьями и ничего загустить не получится. Во-вторых, масса, в которую вы добавляете пектин, не должна быть очень горячей. Пектин начинает работать при 60 градусах. Если нет термометра, то просто прогрейте пюре не больше 2 минут и добавьте пектин. Далее доводим смесь до кипения и провариваем 1-2 минуты. Снимаем с огня и охлаждаем. Пока можно приготовить крем. Для него мне понадобится 200 грамм жирных сливок 33%, 100 грамм сахарной пудры и 250 грамм творога. Творог я протерла через сито, так крем будет более однородным. В холодные сливки всыпаю сахарную пудру и начинаю взбивать на небольшой скорости, постепенно ее увеличивая. Масса должна стать пышной, но не сильно плотной. После этого добавляю творог и еще взбиваю. Вот такой крем получается. Перекладываю его в кондитерский мешок и пока уберу в холодильник. А теперь подготовлю нейтральную глазурь, чтобы придать красивый блеск готовым тартам. Для нее мне понадобится 100 грамм сахара, 75 мл воды, 4 грамма желатина и клубника для украшения. Начну с того, что залью желатин водой в соотношении 1 к 6 и дам ему набухнуть. Воду беру из общего количества. Вливаю воду в сотейник и всыпаю сахар. Довожу до кипения и дам сахару раствориться. В слегка остывший сироп отправляю желатин и размешиваю до полного растворения. Даю глазури остыть, а пока подготовлю клубнику. Я ее промыла и просушила. Нарежу ее на 4 части. Вот теперь все готово для сборки тартов. Конфи получилось вот такой консистенции. Кладу его примерно по чайной ложечке и разравниваю по дну тарталетки. Сверху выдавливаю крем.
Разрезанную клубнику выкладываю на крем плотно друг к другу срезом вниз и маленькая клубничка сверху. Остается глазурь. Аккуратно кисточкой смазываю клубнику. Посмотрите, как она сразу заблестела. Глазурь не дает клубнике подсыхать и обветриваться. Даем им немного пропитаться кремом и пробуем. В этом рецепте отлично сочетается хрустящее тесто, нежный крем, сладкая клубника и тонкий, еле уловимый вкус базилика. Вот такая ягодная тема сегодняшнего видео. А какие десерты с ягодами любите вы? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. А сейчас обещанный анонс. Тема следующего видео – заготовки на зиму. Выпуск будет длинным, но очень интересным. Изюминкой выпуска будет джем из перца чили. Удивлены? Да, это необычно, но очень вкусно. Так что следите за нашими выпусками. Ну и, конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал. И не забудьте поставить лайк этому видео.